Бывают моменты, когда мир кажется слишком громким. Слишком жестоким, особенно для тех, кто просто хочет быть собой. Два человека, которые выросли вместе в центре внимания, смеясь, поя, мечтая, но каждый их шаг всегда взвешен, каждая их улыбка всегда интерпретируется по-разному. Им никогда не позволяют по-настоящему отдохнуть. Потому что для мира быть Тэхёном и Чингуком означает жить без права на ошибку. И сегодня вечером я устал. Устал видеть, как их честность постоянно не понимают. Как их искренность подвергается сомнению. И как любовь, какой бы маленькой она ни была, должна быть оценена публикой. Это не просто история двух айдолов. Это история двух людей, которые просто хотят, чтобы их любили безусловно. Но их постоянно просят все объяснить, даже свои собственные чувства. Я устал молчать. Устал притворяться. Что все в порядке, когда это не так. Надоело смотреть в экраны. Видеть, как мир относится к двум людям, которые просто хотят жить в мире, словно каждый их вздох требует общественного одобрения. Дело не в ненависти. Не в нападках. Но давайте на мгновение будем честны, разве мы не позволяем двойным стандартам диктовать, кто счастлив, а кто подвергается нападкам просто за то, что слишком долго остается собой? Просто посмотрите, как мир реагирует, когда дело касается Тэхёна и Чингука. Это абсурд. Они могут опубликовать самую простую вещь, то, что мы делаем каждый день, и каким-то образом это превращается в моральный спор, анализ характера, даже в личные нападки. Тэхён только что опубликовал фотографию картошки фри из Макдоналдса. То, чем он занимается уже много лет. Но на этот раз мир в огне. Как будто фотография картошки фри может разрушить чью-то репутацию. Комментарии льются рекой не ради того, чтобы насладиться моментом, а чтобы осудить. Зачем он это ест? Он знает, что делает. Он ищет внимания. Но, может быть, он просто голоден. Или просто хочет поделиться моментом, который делает его счастливым. Но нет, для некоторых в каждом поступке Тэхёна должен быть скрытый смысл, заговор или тайный умысел. И когда пришла очередь Чингука, та же история повторилась. Он только что опубликовал фотографию своего кофе из Starbucks. Это был непринужденный, невинный и человечный момент. Но интернет не утихал. Накатила волна ненависти, словно он только что совершил смертный грех. Кто-то обвинял его в высокомерии, кто-то говорил, что он ищет внимания, а кто-то связывал его совершенно несущественными вещами. Почему? Почему два человека, которые просто хотели разделить этот простой момент, должны нести такое тяжкое бремя? И самое ироничное, когда Чимин сделал то же самое, все молчали. Никаких гневных комментариев. Никакого чрезмерного анализа. Никаких нравоучений. Все было прекрасно. Никто не спросил, почему он ел в Макдоналдсе. Никто не обвинил его в нарушении правил. Никто не утверждал, что его действия были неправильными. Итак, вопрос прост. Почему? Почему мир отреагировал так по-другому, хотя его поведение было таким же? Вот истинное лицо двойных стандартов, которые мы игнорируем. Потому что для некоторых людей справедливость заключается не в том, что правильно, а что нет, а в том, кто им нравится, а кто нет. Они создают истории, выдвигают обвинения, а затем прячутся за фразой «это всего лишь личное мнение». Но часто это личное мнение всего лишь маска ненависти, в которой они никогда не осмеливаются признаться. По иронии судьбы, те, кто чаще всего высмеивает Тэхёна и Чингука, это те же самые люди, которые любят называть тэкукеров наивными. Но если хорошенько подумать, кто на самом деле наивен? Те ли они, кто верит в подлинную связь между двумя людьми, которые знают друг друга больше 10 лет? Или те, кто притворяется слепыми к чему-то слишком очевидному, чтобы его игнорировать? Все, что делают Тэхён и Чингук, всегда считается неправильным. Они не могут смеяться без подозрения, не могут смотреть друг на друга без нападок. Не могут дышать,
чтобы кто-то не обвинил их в драме. Но когда это делает кто-то другой, все прощается. Забавно, что этот стандарт применим только к ним двоим. Иронично, не правда ли? Кто-то может улыбаться, и его считают милым. Но когда это делает Тэхён или Чингук, это внезапно становится созданием имиджа. Кто-то может быть дружелюбным, и его называют теплым. Но когда они так делают, это неискренне. Вот это и есть лицемерие. И мы слишком долго это допускали. Дело не в выборе стороны. Дело в справедливости. Речь идет о том, чтобы не закрывать глаза только потому, что преступник – ваш любимый предубеждение. Потому что, как только вы начинаете обманывать себя, чтобы защитить того, кто вам нравится, вы теряете способность видеть правду. Социальные сети сейчас переполнены ненавистью, порожденной не разумом, а эго. Они злятся не потому, что что-то действительно не так. Они злятся, потому что человек, совершивший это, им не нравится. Но избирательный гнев – это несправедливость, это всего лишь отражение сердца, уже полного предрассудков. И среди всего этого шума Чингук вернулся к тому, что он любит больше всего – к общению с нами. Его прямая трансляция началась просто, его лицо все еще опухло после пробуждения, но все еще было таким красивым, каким может быть только Чингук. Он говорил тихо, спрашивая, слышим ли мы его. Затем он рассмеялся, потому что неправильно произнес название печенья «канчо». Вот таким был Чингук, непосредственным, невинным и совершенно самим собой. Он не пытался быть идеальным, он просто наслаждался временем, проведенным с нами. Когда он играл в хорроры, его страх был таким реальным и очаровательным. Каждый раз, когда появлялся монстр, он кричал: сэр, пожалуйста, подождите». Или «Мадам, пожалуйста, не двигайтесь». Он даже вежливо разговаривал с преследовавшими его цифровыми призраками. Был момент, когда он прошептал: «Пожалуйста, не убивайте меня». Паническим тоном, который всех рассмешил. Затем, через несколько минут, он невинно сказал: «Мадам, кажется, я оставил там батарейку. Не могли бы вы ее мне принести?» Кто еще, как не он, мог сделать сцену из хоррора смешной? А когда он наконец закончил игру, с довольным выражением лица воскликнул: «Я гений!» Его голос был полон гордости. Но в нем все еще слышалась невинность ребенка, только что выигравшего в конкурсе. Среди смеха и суматохи наступали мгновения тишины. Бывали моменты, когда он с нежностью смотрел на экран, словно разговаривал с кем-то, кого не называл. Возможно, это было просто совпадение. Или, возможно, для тех, кто заметил. Это была невысказанная связь. Потому что каждый раз, когда Чингук такой спокойный, нежный, полный любви, многие вспоминают одного человека – Тэхёна. В них есть что-то, что трудно объяснить. Что-то непритязательное, незапланированное и невысказанное. То, как они смотрят друг на друга, смеются над одним и тем же или просто стоят рядом молча, все это кажется естественным. Им не нужно ничего доказывать. Нет сценария, нет игры. Просто две души, понимающие друг друга в мире, слишком шумном, чтобы их услышать. И, возможно, именно это и заставляет других чувствовать себя неловко, их подлинность. Потому что, когда что-то настоящее, это можно почувствовать, даже если они этого не говорят. Но если бы это сделал кто-то другой, все бы просто сказали: «Как мило». Так почему же, когда Тэхён и Чингук делают это так важно? Почему смех меняется в зависимости от того, кто смеется? Мы слишком заняты осуждением, забывая, что они всего лишь люди, с сердцами, чувствами, с простым желанием быть любимыми безоговорочно. И если взглянуть глубже, то вы увидите. Связь реальна. Это не иллюзия, не фанфик, не совпадение. Это то, что может почувствовать только открытое сердце. И те, кто действительно видит. Мы знаем, между Тэхёном и Чингуком есть что-то, что нельзя объяснить теорией. Нельзя отрицать словами.
и что нельзя разрушить шумом мира. Две души, которые нашли друг друга в тишине. Два сердца, говорящие взглядами, а не словами. Возможно, их любовь не подлежит обсуждению. А достойна празднования, ведь в мире, полном лжи, они все же выбирают быть искренними. Тэхёну и Чингуку, пусть мир однажды научится любить так же прекрасно, как вы смотрите друг на друга.